Важная часть любого путешествия – это гастрономия. И ЮАР в этом плане очень интересная страна, так как здесь смешались культуры африканских племен, европейских переселенцев и других этносов, сделавших юг Африки своим домом. Благодатная земля, на которой растет виноградная лоза, закрепила за ЮАР звание винной столицы Африки, а умение обращаться со скотом сделало ЮАР одним из лидеров по поставкам фермерского мяса на мировой рынок. Добавьте к этому близость к морю и большое количество охотничьих хозяйств, полных различной дичи. В этом выпуске мы раскроем основные аспекты юарской гастрономии. Поэтому заваривайте чаек, берите вкусняшки, сразу можно влепить жирный лайк за труды, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить будущие выпуски. По традиции пойдем от простого к сложному. С точки зрения простоты, что может быть проще стритфуда? Поскольку ЮАР имеет большую береговую линию, то и стритфуд имеет морской оттенок. Первое блюдо, которое я бы хотел отметить, это знаменитый в Англии и Нидерландах Fish and Chips. Понятно, что история ЮАР непосредственно связана и с голландцами, и с англичанами, но все же здесь это блюдо имеет свой оттенок. Вот таких небольших кафешек, где готовят вкуснейший фиш энд чипс, в каждом городке, где есть туристы и море, хватает с лихвой. В данный момент мы в Херманусе. В основном такие заведения имеют монопродукт. В данном случае здесь готовят фиш энд чипс из свежайшего хека. И при том жарят не порционные кусочки рыбы, а целый большой кусок рыбного филе, выложенный на жареную картоху. Да, ребят, забыл сказать, сколько это удовольствие стоит. Вот такая коробка с фиш энд чипс стоит 105 рентов. Это получается 520 рублей примерно, ну в районе 500 рублей. Пока нам готовили заказ, я наблюдал, с какой тщательностью кассир заворачивала одноразовые приборы в салфеточку. Что ж, блюдо, судя по всему, готово. Картошку достали с фритюра, мы ее сами посолили и добавили паприки, сверху бахнули жареную филешку хека, мы ее лишь приправили соком лимона и все, можно есть. А есть мы пошли к себе в апарты. Ну что, пробуем? Картошка вкусная, а рыбка? Рыбка. Было очень вкусно. Понятно, что не сильно полезно, но полезного стритфуда лично я не очень много видел. Следующее колоритное заведение было расположено в Кейптауне. По очереди я понял, что здесь вкусно. Это тот самый турецкий донер-кебаб. Турецкий райончик. И здесь, как нам сказал наш гид Галина, делается лучшая шаурма в городе. Поэтому стритфуд тоже будет в нашем обзорчике. Заказываем. Какое он имеет отношение к ЮАР? Да самое прямое. Ну, во-первых, это мусульманский квартал, а во-вторых, ЮАР многонациональная страна, и тут можно встретить и отголоски индийской кухни, и малазийской, и европейской, и ближневосточной. Ожидаем в очереди и наблюдаем, как собирается донер. Последние штрихи, и можно пробовать. Действительно очень вкусно, сочно, мяско баранина, салатик, соуса. Обалденно. И фиш энд чипс, и донер – это все же кухни не коренных африканцев. А хочется попробовать чего-то исконно местного. Обращаемся за помощью к всезнающему интернету. И вот что получаем. Самыми популярными блюдами местного стритфуда считаются бурый ворс, что в переводе означает «деревенская колбаса». Это традиционный южноафриканский вид колбасы, приготовленный из говядины, смешанной со свининой или бараниной и специями. Традиционно бурый-ворс подают в свернутой спиральной форме и готовят на гриле. Само слово происходит от африканских и голландских слов «боер» – фермер и «ворс» – колбаса. Я думаю, что это очень вкусно, но, во-первых, она нам нигде не попалась, а во-вторых, мы старались не размениваться на стритфуд, потому что рестораны в ЮАР, поверьте, тоже очень достойные, и мы делали ставку именно на них.
Билтонг и Друворс – это такие сушеные мясные чипсы. Мы их пробовали неоднократно и на винных дегустациях, и покупали в фермерском магазинчике по пути во Франшук. Ну и смотрите, здесь мясные деликатесы, это различные соломки, палочки, джерки. Ну, конечно, из говядины здесь есть, это не так интересно, потому что и здесь есть и куду, и спрингбок. В общем, сейчас что-то возьмем. Ну вот, допустим, ну это говядина. А это что? Вот кудо. Вот джерки из кудо. Берем. Обычно их готовят из говядины или дичи. Билтонг – тонко нарезанное сушеное мясо, а дройворс – это сушеная колбаса. Едят их в качестве закуски. Мясо маринуют в уксусе, соли, сахаре и специях. После этого его подвешивают сушиться. Брай или шиса ньяма переводится как «жженое мясо». Брай зародился в поселках Йоханнесбурга от мясников, которые по выходным устраивали барбекю перед своими магазинами, чтобы готовить мясо и продавать его на улице. Теперь по выходным местные жители выбираются на брай куда-то на природу, типа как у нас на шашлыки. Обычно готовят свинину, курицу, говядину, баранину, колбасы, ну и рыбу, конечно же. На брай принято выезжать компаниями. У нас такой возможности не было из-за жесткого тайминга. Эх, ребят, какая мясная лавочка. Сейчас я вспомнил о нашем гриле, который простоял без дела. Сейчас бы попасть в этот магазин, да взять вот этих лэмп-чопсиков, да пожарить. Эх, такая бы вечериночка была. Баботи – еще одно блюдо, которое, как полагают, было провезено в Южную Африку азиатскими поселенцами. Сейчас это национальное блюдо страны. Его готовят во многих ресторанах и дома. Фарш тушат со специями, чаще всего с порошком карри, с зеленью и сухофруктами. Затем заливается яично-молочной смесью и запекается до золотистого цвета. Самоса и домашние пирожки с разной начинкой. Вот это нам попробовать удалось. По пути во Франшук мы заехали в колоритный фермерский магазин, в котором представлены в основном локальные продукты. Мы подошли к пирожковой станции. Здесь различные пироги, они в виде таких закрытых с разными начинками. То есть здесь есть со шпинатом, потом есть с курицей, грибами, есть с перченым стейком, есть с карри, есть с курицей. И я лично для себя нашел что-то наподобие пирожков с говядиной и почками. То есть что-то наподобие нашего ливерного пирога. Сейчас будем пробовать, потому что про эти пироги наш гид Галина говорила, что их надо здесь обязательно попробовать. И прежде чем мы перейдем к пирожкам, я бы хотел рассказать о том, что такие магазины имеют очень большую популярность как среди местных, так и среди туристов. На полках можно найти большое количество различного меда и конфитюров. Также нам рекомендовали специалитет – это инжир в сиропе. Вот смотрите, очень важный местный деликатес – это инжир, типа варенье в сахарном сиропе. Его очень хорошо употреблять с белым шардоне и с сырком с голубой плесенью. Если нет сыра с голубой плесенью, то отлично подходит бри. Сыров здесь большое множество, так как местные коровки дают отличное молоко. Собственно, и с мясом тоже все прекрасно. Ну и, конечно же, в таких винных землях невозможно обойтись без вина. Посмотрите, это целый винный погреб. Здесь большое количество различного вина, которое делится здесь по сортам винограда. Ну вот, например, вина Пино Нуар. Дальше вон вижу Шираз. Ага. Потом Пинотаж, Савиньон Бланк, Каберне Савиньон, Савиньон Бланк. Ребят, все, что мы дегустировали и будем дегустировать, все здесь есть. Как вы понимаете, с вином тут вообще никаких проблем. Также регион славится своими яблоками, грушами и другими фруктами. Но мы приехали сюда за другим. Вот, пожалуйста, самоса. По сути, это наша самса. Она бывает веганской, с нутом или картошкой, либо мясная. Каждый выбрал себе пирожок по вкусу и отправляемся на веранду. Вот он пирожок с говяжьими почками, говяжьим мясом. Смотрите, он сделан как корзиночка и сверху закрыт. Пахнет вкусно. Очень много мяса. Сочное слоеное тесто. Какой сытный пирог. Вкусный. Обычно, когда мы едим пироги, тесто больше, чем самой начинки.
Тут, посмотрите, просто начинки немерено. У меня, кстати, начинка стейк с перцем. Очень вкусно. Предлагаю со стритфудом закончить. Рестораны в ЮАР имеют несколько ярко выраженных тенденций. Помимо традиционного разделения на мясную кухню и морскую, в последнее время ярко выраженным трендом является локальная и сезонная кухня, а также фьюжн, где шефы применяют свои самые смелые решения. Следующее местечко нашего гастропутешествия по ЮАР – это город Саймонстаун и его портовая часть. Здесь, на берегу океана, расположился замечательный ресторан Harbour House, который переводится как «дом в гавани». Ресторан весь светлый, воздушный, цветовая гамма выдержана в традиционной морской тематике. Таких заведений по всему миру много в любом морском городе. Мы расположились в зале с очагом посередине. В прохладную погоду огонь – это и тепло, и антураж. Не просто так ресторан находится в помещении бывшего рыболовного завода. Здесь рядышком стоит весь рыболовецкий флот, который ежедневно привозит сюда свежайший выбор. Поэтому заказывать здесь мясо – это просто глупо. И мы выбрали полный стол морепродуктов. Первым курсом у нас был устричный сет в пейринге с прекрасным шардоне. Вкус устриц очень насыщенный и сладковатый. Мне они очень понравились. Да и не только мне, поэтому пришлось продублировать заказ. И с устрицами здесь нужно понимать, каких вы хотите, потому что устрицы могут быть и с Атлантики, и с Индийского океана. А в данном случае это устрицы с Атлантики, то есть с Вест-Коста, с западного побережья. Пробуем. Далее нам подали плата с морепродуктами. Отличие европейского сифуд-плата от южноафриканского заключается в том, что обычно это ро-бар, то есть и все морики подаются на льду. А здесь они все пережаренные, горячие, но выглядят красиво. Наверное, надо попробовать. Это те самые мидии, которые можно собирать, прогуливаясь по берегу во время отлива. На дегустацию мидия. Вкус необыкновенный, потому что они свежие. Мы видели, как мы их только что собирали. На горячее мы заказывали и пасту с морепродуктами, и ризотто. Еще пробовали знаменитый юарский крейфиш, то есть лобстера, и популярного юарского хека. Все было свежее и очень вкусное. Ребят, очень люблю путешествия, очень люблю ЮАР, очень люблю своих друзей, вообще очень люблю просто жить. Потому что жить – это значит есть, пить, путешествовать и наслаждаться всем, что вокруг тебя. Душевно посидели, но и не дешево. Вообще с таким видом и качеством продукта дешево не бывает. Тем более, что из окна было видно шоу морских котиков. Не буду углубляться в цифры, но скажу, что это был наш самый дорогой ужин за всю поездку по ЮАР. Немного захмелев от вина, глядя на взрослых детей, я стал каким-то сентиментальным. 8 лет назад мой сын пошел в школу. Мы с женой отправились впервые в свой первый круиз по Средиземному морю, а также в нашей семье появился питомец, и мы его назвали Джек. А еще 8 лет назад я начал снимать полнометражные очерки о своих путешествиях. Конечно, с того момента утекло много времени, но по сути это были мои первые шаги по пути к блогерской деятельности на YouTube. С каждым годом я осваивал новую технику съемки, более современное оборудование, совершенствовался в монтаже, стремясь стать лидером в travel-контенте. В то время как Мегафон все эти 8 лет был оператором номер 1 по скорости мобильного интернета и широте покрытия. А сегодня он снова подтвердил этот результат в спид-тесте от Ookla. Чтобы достичь верхнюю ступень телеком Олимпа, Мегафону приходилось все это время совершенствоваться, уделяя внимание техническому развитию.
расширению зоны покрытия LTE, тем самым обеспечивая устойчивую связь вдоль федеральных трасс в малонаселенных пунктах и туристических местах. Также Мегафон первым из операторов запустил опцию Pre-5G, которая ускоряет мобильный интернет до 50%, позволяя тем самым без скачивания смотреть файлы в высоком качестве, вести стримы и отправлять тяжелые видосики своим родным. Что, собственно, я и делаю в каждой поездке, поскольку сам более 20 лет уже являюсь абонентом Мегафона. Переходи на Мегафон, мобильного оператора номер 1 по скорости и покрытию. Подробности в ссылке в описании. Теперь отправляемся в самый безопасный и самый туристический район Кейптауна – Waterfront. Ресторанов здесь не счесть. Рыбные, мясные, индийские, японские. В этой локации мы посетили сразу 2 ресторана. Первый – очень известный стейкхаус. Ресторан Бельтазар. Это один из крутейших стейкхаусов. Вообще, кухня ЮАР славится своими стейками и своим мясом. В общем, с него-то мы и начнем гастрономическое знакомство с городом. Женя и Оля, будучи рестораторами, рассказали нам, что Бельтазар – это очень хороший стейкхаус, который гремит на весь мир. И это одно из лучших мест, где можно и нужно есть мясо. Этим-то мы и займемся. Меню ресторана не очень большое и умещается по сути на одном развороте. Помимо мяса здесь есть и морепродукты как на гриле, так и в ро-баре. В меню отдельным блоком мы видим South African Game Meat. Переводится как африканское мясо дичи. Здесь есть и импалы, и другие. Здесь куча дикого мяса. Но мы пришли сюда, чтобы есть вкуснейшие стейки. Конечно, какие-то специалитеты местные мы попробуем, но все-таки предпочтение отдадим каким-то проверенным, таким вкусным отрубам. Что ж, выбор сделан. Мы взяли классические стейки из говядины, также и из дичи. А пока нам готовят, я походил и поглазел по ресторану. По фотографиям понятно, что здесь бывали многие известные личности, и ресторан этим гордится. Тут же в холодильниках лежат мясные отруба. Нам принесли салаты и закуски. Кстати, вот так выглядит жареный лук. Правда ведь похож на цветок? А вот и мясо. Мы с Серегой заспорили, он сказал то, что дичь невозможно приготовить, чтобы она была сочной, а я сказал то, что если уж где-то ее и готовят хорошо, так это в проверенном месте, и здесь точно знают толк. Они бы вывели эту позицию, если бы она получалась невкусной. Пробую. Серега, ничего не буду комментировать, просто попробую. Действительно, мясо приготовлено вкусно, но дичь есть дичь, ей не хватает жирности, этих жировых прослойчик. Но действительно, мясо очень вкусное. Так, смотрите, какие рибайчики пришли. Сейчас я вам продемонстрирую. Ну и прям с пылу с жару. Ну, вот это фермерское мясо, это не дичь, это уже жирно, вкусно. Это те стейки, к которым мы привыкли и которые надо есть. Со стейками познакомились, перемещаемся в другое заведение. И это будет все тот же Waterfront, но другой ресторан с абсолютно русским названием «Севрюга». Так, ну что, пару слов про ресторанчик. Ресторанчик морской, здесь куча различных морепродуктов, есть станция приготовления суши. В общем, сегодня пройдемся тоже по морикам. Несмотря на то, что ресторан имел ярко выраженную морскую ориентацию по блюдам, лично я здесь положил глаз на блюда из мяса. Нам было рекомендовано попробовать обязательно вот эту баранину, потому что эта порода овец ест определенную специальную, как нам сказали, дикую траву, и из-за этого имеет свой неповторимый вкус. Поэтому сегодня лично я буду пробовать баранину. Заказ был сделан, и вновь это устрицы, мидии и несколько видов роллов.
В этот раз устрицы были с побережья Индийского океана, и они мне понравились меньше, чем те с Атлантики. Дети балдели от пасты с морепродуктами и заказывали ее вновь и вновь. Вот она, знаменитая баранинка Каро. Действительно очень вкусно, жирненько. И заметьте, она сделана не как обычная lamb chop, а вот с этой штучкой. Поэтому это называется баранья котлета. Очень вкусная. Вкус мяса насыщенный. Ну, собственно, друзья, это надо есть. Встречайте вселенную в игре. И апогеем сегодняшнего выпуска будет ресторан на винодельне Creation. Я специально эту дегустацию вынес из серии о винодельнях, потому что это был настоящий званый ужин, и о нем стоит рассказать поподробнее. Хозяйство было основано в 2002 году швейцарским виноделом Джесси Мартином и его женой Кэролин. Первый урожай был собран в 2006 году. В том же году был построен погреб, а в 2008 году дегустационный зал. То есть, как вы видите, это винное хозяйство новодел. На площади 50 гектар, помимо флагманских сортов Шардоне и Пино-Нуар, здесь культивируют также Каберне Савиньон, Гренаж, Мерло, Пти-Вердо, Сира, Руссан, Савиньон Блан, Семильон и Вианье. Вокруг невероятно красивых ландшафтов со стройными рядами виноградной лозы расположилась дегустационная. Creation переводится как творение, сотворение, творчество, созидание. Название полностью оправдывает себя, так как в хозяйстве применяются креативные технологии выращивания винограда и изготовления вина. Достижения эти были высоко оценены рынком и экспертами. В результате в 2023 году Creation была удостоена звания «Винодельня года в Африке» и вошла в десятку лучших хозяйств мира по версии издания World's Best Vineyards. Попадая внутрь этого пространства, становится все на свои места. Очень стильное помещение, вежливый персонал и невероятная атмосфера сразу тебя забирает, несмотря на дождливую и пасмурную погоду. Такая крутая атмосфера, все бубнят, пьют, едят, вообще просто находимся в каком-то раю, потрясающие пейзажи. Народ сидит, хлыщет вино, делает вид, что он пробует, но мне кажется, на самом деле, что все просто пьют и наслаждаются жизнью. В принципе, мы сейчас так и сделаем. Да, кстати, и на этой винодельне мы сейчас будем пробовать вино по-другому. То есть мы заказываем сет. Будет часть блюд, и к определенным блюдам будут подаваться различные вина с этой винодельни. Ну и, естественно, нам будут рассказывать эту историю. Действительно, забегая вперед, скажу, что такая дегустация у нас будет только одна. Практически сразу нам подают welcome пару. Так, у нас первый курс. Подали супец. Вот это интересно, едят, нет? Это едят? Да, это едят. Супец зелененький такой. Такой какой-то травяной. Из какой-то салата, травы, типа какого-то, может быть, брокколи. И под него подали вино. Очень цветочный аромат. Уже, если честно, привыкли к вкусным белым винам. Но к таким супам я не привык. Действительно, суп был травяной, в основе которого лежал крест-салат и пастернак. В пейринге Савиньон Блан это было очень неплохо. Сочетание цветочных ароматов и зеленой основы. Следующий курс не заставил долго ждать. Вино сорта Вианьер и агидаши тофу под названием Вивальди в стакане. Это французский сорт вина Вианьер. Полгода в бочке, имеет персиковые оттенки и оттенки белых цветов в своем аромате.
Как правильно употреблять? Сначала нужно потрогать вот этот шелковый шарфик, закрыть глаза, сделать глоток вина, а потом уже приступить к еде. На самом деле это бульон даши и тофу. Составители этого меню, конечно, эстеты максимального уровня. Они совместили тактильные чувства, вкус и ароматику. Как мне показалось, шелк как раз и придавал ощущение легкости этому вину. Действительно, у нас тут форелька, свежая редисочка, кабачочек, соус с икоркой. Я думаю, что это будет очень вкусно. Божественно. Смотрите, какая тонкая ножка в бокалах. Оказывается, шардоне должно питься из таких бокалов. Помимо еды и 2 сортов шардоне, нам принесли еще и камни. Да, и чтобы это все было максимально в антураже, нам подали ракушечку. Видимо, надо слушать. Я не знаю, кто ты такой. И что тебе нужно. Если тебе нужен выкуп, сразу скажу, у меня денег нет. Мне очень понравились бокалы, но когда ты путешествуешь с рестораторами, ты погружаешься в эту тему глубже. Дело в том, что эти бокалы фирмы Riedel. А эта фирма, как выяснилось, она одна из лучших по производству бокалов. И наличие таких бокалов на дегустации говорит о высоком статусе данной винодельни. Но и держать его приятно, и пить из него тоже приятно. Дальше пошли красные вина из Пино Нуар. И вновь, это целое представление. Нам вынесли пробирки с разными наполнениями, для того, чтобы мы очистили рецепторы обоняния и смогли послушать вино. Сотрудник винодельни пояснил нам, что это вино выстаивается во французской бочке 6 месяцев. Наша дегустация становится все интереснее с каждой минутой. Если вначале мы только трогали, то сейчас мы уже нюхаем. Нам представлены духи из Пино Нуар с добавлением имбиря, минеральных элементов из земли, где она прорастает. Вот. Но самое интересное не в этом. Самое интересное в том, чтобы между двумя видами вина очистить свои рецепторы, нужно сделать вот так вот. То есть таким образом вы очищаете свое обоняние перед дегустацией следующего вина. Поэтому, друзья, всегда, когда вы будете переходить от одного вина к другому, помните, что есть определенный обряд, и что запах в вине – это очень важно. С ароматами разобрались, и настало время гастропары. На этот раз филе миньон с грибами. Я точно теперь понимаю, что мы не зря заказали не просто дегустацию, а сет. Потому что можно отведать и познакомиться с новой кухней, узнать новые блюда, новые ароматы, новые вкусы. И, в общем, я просто хочу сказать, что сегодня это настоящий званый ужин. Идеально подобраны блюда, напитки. Если честно, я в большом восторге. Надеюсь, вы не подумали, что на этом все. Следующий курс себя не заставил ждать долго. Следующий курс, вино, это бленд, к нему подается блюдо, это мозговая косточка, фаршированная грибочками, к ней подаются вот такие вкусные греночки.
Ну, выглядит очень аппетитно. Остается попробовать. Очень гастрономично. Именно здесь, в ЮАР, я полюбил раз и навсегда купажированные вина. И точно понял, что юарские вина точно не уступают винам Старого Света. Так, ну что, ребятушки, заканчивается наша дегустация. И последним курсом, естественно, что-то связанное с десертом. Нам подали не десертное вино, а самый настоящий портвишок. Что удивительно, это, так сказать, купаж или бленд, как здесь называют, бренди и вина Шираз. О, вот это вкусно. Сладенький, крепенький такой. Обалденная штука. Мороженое из натуральных сливок и шоколадный десерт по типу брауни стали прекрасным завершением нашего гастрономического ужина. Дегустация это назвать как-то даже не поворачивается язык. Какой хороший день. Работать мне не лень. Со мной мои друзья, но печеночка одна. Думаю, что от еды вы, наверное, уже устали. Да и я смог составить картину о гастрономии ЮАР. И от себя хочу добавить, что если вы любите гастротуризм, то ЮАР – это именно та страна, на которую стоит обратить внимание. Достойных заведений множество, уровень обслуживания высокий, локальные продукты отличного качества, и все это дополняет отличное вино. Да, и самое приятное, что стоит это все гораздо дешевле, чем в старушке Европе. Так что всем рекомендую. И в завершении от меня небольшой сюрприз в виде коробки с устрицами Oyster Box. Так называется бутик-отель близ города Дурбан, которым владеют те же люди, что и винодельня Бушар. Если вы внимательно смотрели мои предыдущие серии, то мы о ней уже рассказывали. Отель Oyster Box в Дурбане – это не просто место для ночлега. Это истинное воплощение роскоши и южноафриканского гостеприимства, расположенное на самом берегу Индийского океана. С его историей, которая насчитывает более 100 лет, этот отель стал излюбленным местом как у местных жителей, так и у путешественников со всего мира. Смотрите, здесь есть еще вот такая старинная, антуражная, выдержанная в классических тонах библиотека. Здесь можно прекрасно посидеть, почитать либо свежую прессу, либо любимую книгу. А еще здесь есть коллекция вот таких раритетных старинных часов. Отель восхищает своим колониальным стилем. Яркие белые стены, красные черепичные крыши и великолепные зеленые сады создают атмосферу уюта и элегантности. Так, ну, собственно, вот она, пляжная зона этого отеля. И то, чем знаменит данный отель, это вот этот старый маяк. Его уникальное место расположения на живописном побережье Умлунгана предлагает захватывающие виды на океан и живописный маяк, расположенный рядом. Выйдя на территорию отеля, можно погулять по комфортабельной набережной, занимаясь бегом или просто неспешно прогуляться, наслаждаясь видами моря. Можно и вовсе выйти на песочек и полежать на пляже, если позволяет погода. Oyster Box предлагает своим гостям широкий спектр комфорта и удобств. Роскошные номера, декорированные в традиционном стиле и снабженные современными удобствами, обеспечивают идеальное место для отдыха. Посмотрите, что из себя представляет номер. Номер делится зонально на две зоны. Это зона спальная, где есть, собственно, кровать, две прикроватных тумбочки и место под вашу поклажу, под ваш гардероб. Ну и, собственно, зона номер 2.
Это зона, так сказать, отдыхательно-релаксационная, где вы можете посидеть с видом на бассейн, понаслаждаться природой. Столик, где можно поработать, ну и привести себя в порядок. Санузел достаточно компактный, но все есть. Здесь, пожалуйста, и ванна, и, собственно, достаточно широкий большой мойдодыр. Есть такие сильные халатики. Все полотенца, все есть. Ну, в общем, все четко. И вот посмотрите, какой крутой вид отсюда открывается. Вот такой вид открывается из номеров с видом на сад. Есть также категория номеров, откуда открывается вид на океан. Ресторан The Ocean Terrace предлагает местные и международные блюда с акцентом на свежие морепродукты, а сомелье порадует великолепным выбором вин. На первом этаже расположено несколько ресторанов. Вот этот ресторан французский. С меню я еще не ознакомился. Интерьер его выглядит вот так. Очень уютно. Такой классный деревенский стилек. А напротив него расположился ресторан «Терраса», который имеет как закрытую часть, так и открытую. Отель привлек внимание многих известных личностей, включая звезд шоу-бизнеса, успешных бизнесменов и мировых лидеров. Сюда приезжали такие знаменитости, как Нельсон Мандела, который искал уединение и роскошь, а также различные актеры, музыканты, спортсмены, ценящие атмосферу и качество обслуживания. И то, что этот отель не совсем простой, говорит и припаркованная около входа Lamborghini. Так что если вы цените респектабельный отдых, то Oyster Box – это то место, куда нужно обязательно приехать. На этом все. Если вам понравился этот выпуск, поставьте лайк и напишите комментарий. Да, и не забудьте подписаться на канал, так как в следующих выпусках будет много всего интересного. А я прощаюсь с вами и до новых встреч на канале.